В небольшом южном городке жил обыкновенный маленький мальчик. Времена были тяжелые, шла война, и город был оккупирован. Эти страшные 4 года он запомнил навсегда. Когда отец их бросил, то стало еще хуже. Но история не об этом, а об одинокой, грустной жизни. Мама мальчика была женщиной властной. Не плохой, а просто уверенной в своей правоте и всегда требующей беспрекословного повиновения. Мальчик рос очень умным и тихим ребенком, таких называют ботаниками. Он получил высшее образование, хорошую работу и уважение коллег. А потом он влюбился в милую девушку. Молодые люди ходили в кино, просто бродили по городу, любили кататься на катере. Они понимали друг друга с полуслова. Они нежно держались за руки и мечтали. Мечтали о будущем, о том, что всегда будут рядом и никто не сможет их разлучить. Наступил главный день в их жизни. Он сделал предложение, и любимая сказала «да». Такой радости юноша не испытывал, наверное, никогда прежде, и точно никогда после. Но мама не дала своего согласия. И не такая невестка ей нужна, и рано думать о семье, и на кого он ее променял, и так до бесконечности. Он был послушным сыном и отказался от любви в угоду матери. Но оказался однолюбом. Время шло, а мужчина так и жил, без семьи, без любви. Друзья женились, разводились, растили детей, а потом уже и внуков, и постепенно куда-то пропадали. Люди стали сторониться его, считать его странным, но рядом с ним всегда была мама. В тот день звонок телефона прозвучал тревожно. Эта медсестра пыталась дозвониться хоть кому-нибудь, чьи номера были в записной книжке больного. Она спросила, знаю ли я такого человека. Так уж вышло, что последний стакан воды мужчина получил из моих рук, из рук практически незнакомой ему женщины. Мне кажется, что он даже и не понял, кто я такая. Последние слова его были «Мама, зачем ты так?». Я тоже считала его странным, нелюдимым человеком и за всю жизнь видела его пару раз, а разговаривала, кажется, только тогда, в больнице, в которой он вскоре и умер. Это был мой дальний родственник. Его историю я узнала поздно, изменить уже ничего было нельзя. Мать пережила своего сына на 3 года. Я даже не уверена, поняла ли она, что сломала жизнь своему мальчику, превратив его в никому не нужного, угрюмого старика.